Ящик, тебе бы материться поменьше. Привет, Ксень. А тут что-то материшься вообще без причин. Привет, Сара. Башка, а что с башкой? Че не так? Кнопульки, кнопульки. А, соседи? Ну, вызвала бы полицию. Жизнь, да нормально, живой вроде. А у тебя? Привет, Жень. Ну, бывают такие, да. А это что, это редко такое или как? Ну, когда соседи там музло так громко включают, слушают долго. Или это разовый случай? Если разовый, то ладно. А если нет, то, видимо, у них что-то не в порядке с головой. Тоже. It's time to move on. We shouldn't stay here. Так, божественная хрень. Это кто? Это где? Это кого? Ну, у меня вроде соседи тихие. Разве что там это ребенок иногда что-то орет, плачет, а так, но это редко бывает. Да и не настолько громко, чтобы раздражало. А, жить мешает не первый. Тогда надо от них избавиться, так сказать. Козлы, значит, какие-то, да? Да забирай. Нет, она нахера. Да, бараку, который Гелиос создал. Что-то добром это не кончится, мне кажется. А чё, кого, куда? Что это было?
Ну, напридумывали. Призраков найти? Ну, по крайней мере, задания никакой не дали. Или типа мне что, вручную их искать? Уроки, да, хорошо. А кажется, я вроде все переделал в экономии. Да, вроде да. Не, ну может быть тут еще что-то где-то есть. Типа призраки эти появились, не знаю. Ну, если они и появились, то, видимо, их надо вручную искать самому. Хотя, если они дают задание, например, какое-нибудь, как обычно призраки делают, то на миникарте должен появиться этот восклицательный знак. То есть достаточно будет просто прогуляться по этим локациям опять. По идее. Не, ну я сейчас, наверное, не буду туда делать, пофиг. Все равно еще сюда вернусь когда-нибудь. Третий Хитман? Ну, третий Хитман, он не как Absolution. То есть Absolution такой, я уже говорил, тоннельно-линейно-сюжетный. А третий Хитман, он как, ну, старый. Тебя просто закидывают в эти в разные места, и ты там должен сам уже это... Ну, устранить цель каким-нибудь способом. В том месте? Ты имеешь в виду, здесь же, на этом же острове, что ли? Или в том же, это в каком? Ой. Давай тут пройдусь. Быстренько. Джин по приколу? Что это значит? Что за приколы такие? Так, что ты нашел? Это оно? Не, ну я говорю, да, восклицательный знак появляется. То есть каждый пиксель осмотреть не надо было. Сколько ж тут заданий этих, а? Получивший коралл. А, это не они? То есть это я просто случайно наткнулся на еще одного призрака. Ящерица, ну, видимо, ты что-то не особо-то смотрел. Или у тебя глаза в разные стороны. Я и пользуюсь.
Очень интересует. Привет, скилл. Че, мне прямо сейчас что-то делать? Оу. Что-то серьезное. Это еще один островок теперь? Взгляните на границы. В ночи вечности запрета, за бурными водами Стикса. Новые острова, нифига. Так, они на карте отмечены. Надо же. Я еще на прошлом стриме спрашивал. Ну, в смысле, не спрашивал, а вслух рассуждал. Зачем вот здесь на карте, ну, такие места сделаны? Ясно. И как туда попасть? Положу, что вот этот островок, там телепорт есть. Ну, дела. А призраки там, где треугольничек был? Блин. Ну, я видел, они куда-то разлетелись, я подумал, ну, завершите испытание. Блин, экономия-то огромная какая. Чё тут только нету. Так, это я где? Блин, а тут островок далековато что-то. Ну, тут вроде ничего нету. Ну, это я так просто из интереса, наверное, мне кажется. Я пойду чем-нибудь другим позанимаюсь. Либо по сюжету немножко пройдусь. Мне кажется, достаточно пока экономии. Потом как-нибудь вернусь. Привет, Сергей. Нормально все. Ну там островок подозрительно справа. Порталы под оазисами. Ты имеешь в виду вот эти-то? Здесь и оазис есть. А сюда? Тут оазисов нету.
Да, сэр, давай, пока. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Тридцать 32 стрима, да, есть такое. Это вон тот островок. Хрен дурацкий. О, кстати, печати. Пока одно ищешь, другое найдешь. Ага. Так неожиданно. Так, надо пометочку-то поставить. Или лучше вот так. Но на вот этих новых островах по любасу еще есть вот эти знаки-ключи. Что ж вы так мешаетесь-то? Не имется. Нет, тут вроде ничего нет. До того не долететь. Слишком низко меня игра просто обратно вернет, насколько я помню. Ну, хватит уже. Ладно, черт с ним. Кстати, а само задание только меня куда пошлет? То вот это? А, он меня четко на острова. Сердце змея. Теснину. А, нет, есть тут все-таки намеки, да? Храм вечной ночи. Сердце змея. Да, это сердце змея. Значит, все-таки отсюда туда можно попасть. Может, все-таки тут что-то есть? Там вроде кто-то еще же можно попасть. На карте порталы, ну я понял. Там фея, кстати. Так, ну я вроде ничего подозрительного тут не вижу. Или вижу? Нет, это не то. Что это вообще? Не, да, это я даже помню, это меня туда отправляет. В этой игре на карте вообще никогда ничего не отмечается. Сейчас гляну, что там внутри. На соседнем, где озеро? Это же маленькая, которая. А, вот это. Давай гляну сейчас. А, вот оно где озеро, да. Всё. Я помню, что еще где-то было озеро. Просто тут озера такие зеленые, прям сразу видно на карте. Да, тут оно. Про это я и забыл.
Там эти козлы ходят. Вот это? А как я туда допрыгну так? Слишком высоко. У этого чела вроде ничего нету. Там сундук раньше стоял. А там внизу без понятия. А, это надо переключать, блин. Это надо переключать. Это я где был? Тут? Сейчас вот где-то переключалка была. А, рыбки. Помню, да. Один раз, кстати, да. Я даже, да, был про это. Когда я сюда только заходил в экономию, там, да, рыбок встретил. В такой сфере. Было дело, да. Блин. Как эта сфера работает-то? Кто такой лифт придумал? Нельзя было обычный сделать. Там на островах вроде есть телепорты, да? Ну, как раз. Так, да все-таки мощный его нахер. Потом... И так уже сколько здесь провозился. А, еще ж Цуруми. Блин. Потом это поделаю. Мне просто было интересно, как это выглядит. Тут наверняка тоже есть эти ключи-знаки, да? То мне, оказывается, даже не хватает. О, что-то раньше такого не было. Стало только хуже. Почему все алое теперь? О, теперь здесь все на Мордор похоже. Так явно быть не должно. Блин, ну выглядит классно. Что тут небо сломалось? Да, однозначно стало хуже только. О, Кама. Че, как она?
Кажется, да, я понимаю, почему говорили, что на Цуруме гоняют туда-сюда. Ну, в принципе, да, так и есть. Нихера, это еще что? Блин. Опять началось. Охеренно. А по ним молния вообще попадает, нет? Мне кажется, по барабану. Ну, как всегда. Инадзума вообще это страшное место. Чего здесь только не бывает. Даже двойная. Использовать перо. Серьезно, с такого-то расстояния? Блин. Не катись отсюда. Не до тебя вообще. Так используйте где? Так, там уже бахает. Ну что, здесь? Блин. Не, ну так нечестно. Двое на одного не надо. Шли нахер отсюда. Блин. Ну, кстати, когда он стоит в воде, ему щит снимает. Wind, hear me. Whoa! Let the show begin.
Да, не, все-таки он нарывается, гнида. Ты куда лезешь вообще? Ну да, вода снимает ему. Нормально. Бешеный ублюдок какой-то. Come a little closer. Ладно, наверное, хватит пока этого Цуруми. Там еще этот чувак меня ждет, какого Ксавье. Вот здесь, да. Кошмар, сколько дел. Какое-то невероятное количество заданий и прочего. Всем надо помогать. Ужас какой-то. Кивси не самостоятельный. А я просто пошел искать эту штуку, как ее, Маусира. А что началось-то? Ух, влияло вернуться после Надзумы.
После вот этих молний и прочего, прям как-то это расслабляет. Ad Astra Abyssa. Как будто в Анадзуме чутка по напряжению всегда. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Здорово, лорд. В Цуруме финал уже? Да, наверное, да. Ad Astra Abyssask. Но если вот это последнее задание, ну да, вроде как все к этому идет. Ой. То, в принципе, ну, я это... Все вспоминаю, как кто-то писал, что там душновато и все такое. Да нет, лично мне пока норм. Не так уж и долго, не так уж и загоняли. Какая-то движуха же идет, какой-то сюжет продвигается, ну нормально. Ну и норм. Какая-то тонна заданий, ладно, черт с ним, когда все это делать? Возле разлома найдите шахтера. Ну, кажется, я знаю, о ком речь. Может, пешочком прогуляться? Давно я тут не ходил. На расслабоне. Так тут давно не был, хотя нет, был. Но все равно такое ощущение, что что-то изменилось. Да нет, ничего не изменилось. Цуруруми. Чё, Лора, как тебе дела? А пёселя можно поймать? Кажется, кого поймать можно, а кого нет, можно в архиве посмотреть. Существа. Тут животные. Белку поймать можно. Блин, а белка, да, это круто. Кицуна, ну кицуна есть. Кабана, снежного причем. А лесного нет. Но я предположу, что этот значочек означает, что его можно поймать. Ну да, вот, сколько раз я его ловил. А, это вообще нельзя, какая разница. Чё только снежного? Котеек некоторых. Ну тут в Манштадт идти, там полно всяких кошек. Средняя, ну, как обычно. Ой. А просто по прямой идти. Вот эти деревья, как называются? Песчаное что-то там. А, ну, песчаное дерево просто, да. Сравнение с Анадзумой Лиуэ выглядит очень солнечным и ярким. В Анадзуме как-то немножко... Ну, не так ярко. Там все в основном синевой отдает. А это добывается? Нет.
Большие деревья никогда не добываются. Почему? Как там ловить-то животных? Вот это. Игровое обучение. Белка куда-то подевалась. У белки-то, наверное, эта нагрузка в чайнике не такая большая, чем у собак, к примеру. Аж маленькая. 2 пикселя занимает. Уже в Геншине такие просторы есть всегда. А этот дурачок сейчас стоит. Они путников так встречают. Вот ублюдки. Вот если по этой дороге идти, вон там вот эти хиличурилы всегда здесь идут. И один всегда отстает. Придурок этот. Те, конечно, даже внимания не обратили. Вообще похеру. Что еще кто? А! Блин, у него чуть дурацкий. Бля, уже двое? Да вы чё? Да я буду долго так пробивать. Что его нахер? Тут куда пошел деловой? Ладно, чё ты? Обиделся? Я там этот придурок. А что я ввязался вообще?
Да, их шаманы мне только помогают всегда. Еще ни разу они не делали ничего себе на пользу. А, это все. Come a little closer. Ах, ну и дела. Упс. Привет, Бомбордия. Так, тут кого-то поджарило. И этим маршрутом вроде только один раз ходил. Ну, самый первый. Тут еще, да, два стражника стоят, которые поначалу пускать не хотели. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that commission. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Oh, alright then. I'll start by introducing myself. I'm Yuehue, a miner, and I received a mining permit for the chasm just recently. I have a handful of other guys in my crew. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing a limited amount of ore mining near the surface. We were among the first to gain approval, but some things have happened recently that put all the miners on edge. Really? What happened? We haven't heard anything. So, it's hard to say exactly how big of an issue it is. Could be something, could be nothing. The main thing is that it's just very strange. While one of the miners was on a break, he suddenly noticed a few hilly trolls walking his way. They seemed like they were in a daze or something. They walked right by him without giving him a single glance. They just made a beeline for the depths of the chasm. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same thing happening time and time again. Are the hilly trolls just curious? Maybe they just want to take a peek inside. Not likely. The strange part is that in all the time this miner's been watching the hilly trolls, he's never seen any of them come back out. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trolls go in, they never emerge again. And it seems to be happening more and more frequently as of late. What are these hilly trolls up to? What happens to them after they go inside? Is there a disaster brewing? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just hearing about it. Да, Саша, Алан Уэйк, привет. Лорд, спокойной ночи, давай, да. Завтра понедельник, конечно, надо поспать. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? So we have to get to the bottom of it before everyone can put their minds at rest. Do we really want to take this commission? Thanks, Mr. Miner, sir. We need to consider it first. Hey! You can at least pretend to consider Paimon's opinion first!
you're coming from. Well, okay then. Maybe we will find some clues about your twin. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? No pressure, but I gotta say, I'm not loving the prospect of my mining permit going to waste. Yep, we'll take it. We're kinda curious ourselves now, too. Great. You're doing me an enormous service here. Now, let me give you the rough location that the hilly trails keep heading to. Пробник? А что такое пробник? Что ты пробуешь? Войдите в подземные шахты разлома. Чё? А, это он, видимо, мне говорит другой квест выполнить, чтобы открыть разлом. Но он у меня и так открытый. Но игра, видимо, думает, что нет. Тайна скалистых затворов. Ну да, я ходил какие-то штуки тут активировал. Точнее, наоборот, я их ломал. А, вот эти штуки, кажется, они парили в воздухе. Ну да. Значит, там типа бездна, да? Кто-то там огрести смачно захотел. Так, это типа летать надо, да, вроде? Или сферы подбирать, что-то такое. А, я понял. Жопа прям. Полная? Да ладно. Что там? Экзамены. Или что-то серьезное? Это просто экзамены или что там, какой-нибудь ОГЭ, ЕГЭ, я не знаю. Ну тут посоветовать... Ой, ничего не могу. Я никогда к экзаменам не готовился. Богатый. What a pleasant surprise. Вот если по этой штуке тяпнуть такое будет, то, кажется, двуручник для этого нужен, да. То он там разлом? Сочинение ЕГЭ. А что сложного в сочинении? Хотя, смотря на какую тему, наверное, если это по какому-то произведению, к примеру, какая-нибудь такая хрень, ну, наверное, сложнее будет. Так как придется обладать какой-то информацией, да, чтобы что-то сочинять. А если что-нибудь свободное, ну, типа, знаешь, как я провел лето? Нет вопросов. Земля пухом. Земля говном. О, блин, там квест где-то еще. Там наверху. Шахтер. Что хотел?
Ты с кем разговариваешь? Блин, хорошо ли юэйца? Можно помолиться любому камню. Да знаю я эти ваши сокровища. Не такое уж это и сокровище обычно. Найдите подношения для камней. 2 из 6. Кстати, тут есть подземелье, вот оно. Но я без понятия, как его открыть. Может быть, как раз-таки вот этот квест мне поможет. Может быть, не знаю. Там вот эти камешки есть, если по ним двуручником ударить, от них какой-то резонанс идет, и они все ломают на своем пути. Если этот резонанс дойдет до другого подобного камня, от него тоже идет эта хрень. И иногда я помню, где-то проходы так открывал, но здесь это не прокатило. Это давно было, может сходить проверить. Или в жопу его потом как-нибудь. Я вообще в другое место шел. Хотел спуститься в море. В бездну мрака.
Да, Жень, спокойной ночи. Ну да, я думаю, это каждому человеку, ну, по-своему. Сородичий гриб. Это тот гриб огромный, с которым мы это что-то разговаривали, какое-то задание у него выполнили. Безумие. Сейчас грибы из задания дают. Это я понимаю. Да, вот в разломе я давненько не был. Сколько метров? Так, ладно. А, ну у меня же самый конец. Да, возможно, наконец-таки я попаду вот сюда наверх, где барьер какой-то мне мешал. Is this where that miner guy wanted us to investigate? Just look at this place. Doesn't it remind you of something? Wait, what was it again? Yes, that's it! It's just like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh? О, опять этот чел, надо же. Давно не виделись. The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. Long time no see, Dane. Wait, but how did you suddenly end up here in the chasm? The chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted hastily. Now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. Наконец-то. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. Sounds kinda similar to how teleport waypoints work. In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh yeah, about that. Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. Huh. So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Kanria, but now it is but a cruel joke. My curse to bear. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Sounds like your sister was right. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean
The Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that! You're giving Paimon goosebumps. A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. Так, кстати, это же фонарик, блин, точняк. Во. Другой разговор. Ну как, разговор все тот же, только с фонариком теперь. There are signs of hilly churl activity here. Could these be the hilly churls the requester was talking about? Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? As it happens, I do. Что за суточные квесты? Да вроде нет, первый раз такой слышу. Ты про поручение? It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. Curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Conria's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Да, про таких и знаю, конечно. Ну да, Ксавье, типа. То есть ты выполняешь, потом через сутки... Я, конечно, не замерял, когда он обновляется, но на следующий день захожу в игру, он опять появляется. Типа это приходить опять к Ксавье, к примеру. Еще там какой-то тоже квест был, который несколько дней выполнялся. Indeed. Do you know why hilichurls wear masks? Ну да, не уверен. It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold, one that causes them great despair. The curse of immortality denies death to those afflicted with it, and yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. Чё, куда, кого? What is it? We're under attack. Кто? Это бомжи.
Да они еле двигаются. Ау. Они вроде живучие такие чуваки. You're in for a little shock. What were those? And why did they attack us all of a sudden? Black Serpent Knights. They once belonged to the Royal Guard of Canria. Wait a second. Royal Guard? So, they used to be your troops? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Wait! Dane! Seems we missed one. А чё, король Лич, что ли, придурок? Wait, stand down. There's something different about this one. Чё он там встал? It's disappeared. Ну, зассал сразу. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more importantly, why did he seem so familiar? That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. We should Стекло. press onward to the city. А город это как раз тот, что на потолке за барьером? Я только фильм такой знаю, стекло. А этих рыцарей, да я уже встречал, они такие. Вроде что-то могут, а вроде, ну, не особо. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. Don't waste your time. И что это было? Canria's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. The Abyss Order simply got to them before anyone else. Even older than Canria? Whoa, Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Canria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Ага. 8-й элемент. Что-то помню, кто-то, да, говорил об этом. Ну да, это то самое место, да? Тут купол был, который он сейчас снял. Сюда я пройти не мог. Я так и думал, что это связано с каким-то заданием будет. Ну чё ж ты, блин. Вот разрабы, а? Я вам чё, скалолаз, что ли?
Я сюда пришел жевать жвачку и крушить Орден Бездны. А вы меня что заставляете делать? Тут очень сложный платформинг. О, опять эти чуваки. Black Serpent Knights! Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Давай. Стекло означает... Это термин такой или что? Первый раз такой слышу. Этот термин можно применять вообще где угодно? Я почему-то не знал такого. У него ружье. You're in. Look! Vines! You should be able to climb up, right? Ну да. Вот тут я уже не был ни разу. Но тут ничего нету. Пока что. Oh no! More Black Serpent Knights! Huh? They're not coming after us! Are they just trying to scare us off? Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Hold on, I think they... Это варфреймы, блин. Из одноименной игры. Немножко на варфрейм похоже. They're coming! Quick, get them! Че, теперь трое на одного? Да что ж такое-то? А они типа безумные, да? Ну, грубо говоря. Что ж такое-то? Что-то я не успеваю никогда увернуться от этого. Come a little closer. You're in for a little shock. Here come a little. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. Сейчас. А, ну это, наверное, просто еще один вход. Какие-то хиличурлы. What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? More of them are closing in! It's him! The guy that came out of
do that? Halfdan? Whoa. What? You recognize him? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the Hilly Churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the Royal Guard of old. His name is Halfdan. So, he's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Khaenri'ah, before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Khaenri'ah at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk, these identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Khaenri'ah. These Black Serpent Knights have lost their intellect, but perhaps, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Khaenri'ah. If you see these ruins as Khaenri'ah in the throes of disaster, and these Hilly Churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Khaenri'ah. Run. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Понятно. Ну да, тогда бедные хиличурлы. Жестко с ними. Хутау не использую. А я не знаю, что-то как-то само. Хутау у меня как-то на крайний случай. Just a bunch of hilly churls nearing the end of their existence. We probably shouldn't disturb them. Не, ну тут уж ничего не поделаешь. Значит, там один из рыцарей этих, ну, типа, что-то понимает еще. Но они друг друга слушаются даже. Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Это что это? Да. А что он на потолке так стоит? А, теперь появился, да? Его же не было там. А что за штука? А тут еще хиличурлы. More hilly churls, and they look really well protected. Готовиться к кат-сцене? А как к ней подготовиться надо? Ну хорошо, я постараюсь.
Она по поводу не упасть, это уже что-то сложно. Я могу только подготовиться. Things are going a little too smoothly today. Это куда я вообще иду-то? А, в центр буду опять. Там до сих пор у меня висит эта хрень. А, мне показалось. Я думал, тут еще одна штука для феи. Не, а даже если я упаду, телепорт дали. Так что не страшно. В принципе. Да, вот эти бортики непреодолимы вообще никак. Dane, why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. Кстати, а ничего не произошло бы, если бы я рядом с хиличурлами этот фонарик зажег? Мало ли. А еще хиличурлы. All these hilly churls want is to quietly fade away in peace. Hyman hopes they can get their final wish. М, 10 тысяч. Блин, отсюда симпатично выглядит земля. Ничего не произойдет. Ну, проверять я, конечно, не буду. Мало ли еще что взорвется. И только хуже станет. Hey, look! There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go! Попробуй, думаешь? Ну, если встречу еще раз их. Эти штуки вот здесь в каждой комнате стоят подозрительные. Блин. Аж так навернуться. В реальности я бы уже все ноги сломал. Жемчужина бездны. Грезы древности. Так вот. Я не знаю, что что-то квестовое или нет. Блин, и даже если я сейчас помечу это, я же никогда не пойму, что это здесь. Может, вспомню. Надо было карту делить на этажи. Жижа, ну это да, тут повсюду же в разломе жижи это было. Ее можно было развеять как раз фонариком, поэтому я подумал, может, что произойдет, если на хиличурлах тоже использовать. Look! Up there! A water pool! Ну тут все кверх Even the ногами. water pool is upside down. Перевернутый город. Wow! Кстати, прикольная идея. This is a pretty amazing place. Dane, do you have any
idea at all how it works? The pool must be part of the entire city structure, a relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means the water in that pool can wash away the curse for good? No, that would be impossible. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most, it might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Frankly, I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? Oh, that gave Paimon a fright. So, all the doors are open now? Halfdan's back again! Halfdan, do you have something to say to me? He ran off! But he didn't disappear like last time. He's indicating that we should follow him. Are you coming? True. So, we going then? Да Харета уже это нагнетать своим стеклом. Ну, молодец, Сергей, пылесосишь там так знатно. Наверное, на еду запоминаешь, где сундуки все стоят. Так, я отсюда пришел. Где-то подо мной. Или это просто выход отсюда? А, мне прям тупо спрыгнуть можно? Halfdan jumped down over there. Let's follow him. Да понял, понял. Я просто осматриваюсь. Вон вот эта фигня порча это. Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. Кому сундуки? Ну да. Было бы круто. По крайней мере, какие-нибудь лютые сундуки. О, это гео-штуки.
Как тебя ломать-то? Двуручник нужен. You're in for... Ау. Мне кажется, геослаймы самые безобидные. Come a little close. There are more signs of hilichurl activity here. Ну вот я не помню, конечно, куда-то выведет. Я уже забыл. К пруду? Нет, к этому пруду какая-то дорога вроде сложная была. Ну ладно, неважно. Is that way into the hilichurl camp? Let's go see. It's a humble hilichurl camp. Oh, these hilichurls look like they're in pretty bad shape, too. Some of them look like they've already taken their final breath. Is this what Halfdan wanted to show us? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Inspect the area. Leave no stone unturned. А сколько Genshin весит на телефон? Сколько занимает место? Seems like these hilichurls have no life left in them at all. Before long, they'll become one with the darkness. The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. We may not have a whole lot of happy memories dealing with hilichurls, but still, Paimon hopes they're at peace in their last moments. 30? А, ну это не так уж и много. Ладно, нет, это много. Но я думал больше. Hilichurls usually store food in crates like these, right? But these seem pretty much empty. Is it because they're so near to the end that they don't need to eat anymore? Even if they don't need to eat anymore, Paimon bets they still miss food for the flavor. Я уже говорил, Genshin это, конечно, уже не мобильная игра. There's even a bonfire here, like what hilichurls build in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that hilichurls get scared of the light when they reach the very end of their lives? Maybe, in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just thinking aloud here. Could also be another reason. How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurls? Hey, now that you mention it, Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Kanria, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Kanria, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more, and finally turn to dust. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland.
So for this flower to get here, it must have been brought from... Your Highness, so the proposal finally has your blessing? In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Lumine. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out for quite a while there. Huh. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw earlier. And you say she mentioned the revival of the homeland, correct? No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilichurls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Khaenri'ah. After all, there can be no nation without a people. It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the Abyss. If we have reached an impasse, then perhaps this is where we should say... I see. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all times as we proceed.
Ну, сейчас интересно стало, да. Две луны. Что такое две луны? Две луны, это ты имеешь в виду... Да, вот это. Ну, камней столько ты получишь больше за... Ну, 2 раза, если вот это купить. Камней столько здесь будет больше. А за боевой пропуск... Ну, разумеется, меньше, я не помню. Там в районе то ли 600, то ли 800. Но зато куча расходников. Всякие книжки на опыт и прочее. Плюс оружие сможешь выбрать там какое-то случайное. Смотря, что ты хочешь. А, ну и 2 луны, это получается, это там же в течение месяца. Значит, ждать придется. Каждый день собирать, блин. Как я понимаю. We can see the Upside Down City from here, too. Wait, watch out! Что еще? What's going on? Is that light coming from the room in the center? It's too bright! The mutation is continuing. Has the Abyss made its move already? I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Выбледок это пришел опять. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsliff. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. Че, босс опять? You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate the ways of the Abyss. That device can amplify the cleansing effect of the water not tenfold, but 100-fold. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. Barbados, guide us. Come a little closer. You're in for a little shock. Засранец. You're in for a little shock. Кстати, а что лучше снимает гидрощиты? Я опять забыл. Крио или огонь? Огонь вроде наоборот, не очень. My. Электро более-менее делает свое дело. You've been hunting this Abyss Herald for ages! Now you finally got him! There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. Alright, let's go! Крио, значит. И электро.
Хорошо, а тогда что снимает электро? Огонь? Потому что у фатуйцев с этими с молотками электрощит, но его снимает хорошо только криво, все остальное очень так сомнительно. Что ж, получается, криво и на гидро, и на электро? Или это только в случае с фатуйцами работает? А какого-то другого, помню, врага встречал. Криво не очень снимал. Огонь, наоборот, хорошо сносил. Это мне сюда? Прикоснуться, может, не надо? Уже центральная комната, как до нее добраться-то там? Там, где фонтан был? А, так он бы меня просто сюда закинул, да? Look, the amplification device. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Don't do it! I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Tasteless! Take him out and deactivate the device. Еще один мудак. Не имется вам все. А, ну это другой дед, который лупит молниями, да? Ну да. Вот их я первый раз встретил как раз таки на Инадзуме. В этой в Инкномии. Вот он, кстати, в конце сейчас щиты подрубит. И кажется, его щиты снимать лучше криво именно. You're in for a little shock. Let's dance. Да, и вот эти щиты я уже буду снимать 2 недели. К нему вроде опасно в упор подходить. Дед непростой. Можно, конечно, попробовать. Ну да, вот эту штуку он делает. Ау. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device
No. As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals? They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! So, we have to go through these abyss portals? Hey! Wait for Paimon! Против электроогонь. Ну, как я говорил, а вот против Атуйца с электрощитами именно Крио вроде работала. Не помню, но вроде я пробовал еще в те времена, когда первый раз с ними столкнулся, с этим козлом. А у меня Эмбер была, так что по-любому я пробовал. Вот Крио снимает щит прям идеально ему. О. Эти электрочуваки неприятные. Они вокруг себя умеют такие штуки делать электрические. Что с этим делать? Villagers are really suffering. Oh, wait! Dane, this must be unbearable for you too, right? Never mind that. Halfdan and the others are enduring far greater suffering than I. There's no time to lose. Я же говорю, неспроста эти штуки стояли. Да, вот про это я говорил. Паскуда. Будешь опять делать ты, нет? Блин, у меня даже отката, что ли, нету? Слишком быстро. Да сейчас спешу как могу. Че, везде по два будут? Come a little closer. Вот эти пузыри раздражающие, блин. You're in for a little shock. Come a little. Ща все будет, погоди.
The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Let me check. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after so long, this is rough. Let's go. Huh? Huh? Light? Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you, and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. You bet! We'll be super careful! Oh, but Dane, does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation! Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Thank you for understanding. I only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh! He sure knows how to hold a grudge, saving that snide remark right until the end. Well, shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now, but, how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here. Реквием. Но его друг-то, получается, ну, умер, но зато от проклятия освободился. Ну, по крайней мере. Ну, дела. А, квест вообще все закрылся полностью, да? Направляйтесь в земли Дендра Архонта. А, вот так вот? Я думал, меня проведут как-нибудь. Хорошо. Лес перемен. Сумеру. Ну все, наконец, дорога лежит в Сумеру прямиком.
И куда он мне сейчас метку поставит? А, мне просто дойти хоть куда-нибудь бы, да? А, вот метка. А я вообще знаю, как из разлома туда попасть. Только не самый приятный маршрут, конечно. Кстати, а фонарик еще будет работать? Да, работает. Хер его разберешь, где это. А, ну это вот тут, наверное. Я же не все собрал, там на последний уровень осталось. Интересно. Он же только один за раз показывает, а вот предыдущим как раз-таки был вот в этой штуке под куполом. Я не мог туда попасть, поэтому, ну, я так и подумал, что это по заданию туда попадем. Не стал мучиться. It's time to move on. We shouldn't stay here. Мора нету. Да, мора нету. Но если, наверное, массово так знатно прокачиваться, то да. Хотя, наверное, даже на одного героя прям много уйдет. А, тут дверь. Ну или точнее не массово, а прям, например, вы нового героя выбили и прям полностью, вообще полностью на 100% его прокачиваете, тогда, наверное, да. Я уже забыл, что тут эти машины есть. Музыка из боевой версии плавно переходит вот в эту обычную. Это круто. Я не знаю, как они это делают, но, возможно, я такое уже встречал. Пишется две композиции, одна спокойная, другая под бои. Причем они, по сути, одинаковые, но версия, ну, вот эта, ну, как бы вне боя она спокойненькая, а для боев берется тот же самый мотив, только добавляется, ну, что-нибудь такое это энергичное. Но это здорово звучит, потому что музыка очень плавно переходит в одно другое. Это здорово. Не всегда так делают. I hope the others find some. Крутецкий сундук. Блин, ладно, хер с ним. Оу. Ну, ща я по-бырому схожу. Чего вы хотите китайцам отдать все свои деньги, Сергей? А я же здесь был, как я раньше это не подобрал. Хотя я мог сюда и не спуститься. Кто его знает? Огненный чел. Вот эти чуваки реже встречаются. Наверное, третий раз только с ним сталкиваюсь. You're in for a little. Жемчужина бездны. Да, кстати, жемчужина меня не привела. Ой, квест меня не привел к этой штуке, которая открывается жемчужинами. То есть это самому надо делать. Они где лежат-то вообще? Здесь? Нет. Нет, наверное, здесь, да.
Жемчужины, жемчужины. Сколько там надо было, блядь, то ли 6, то ли 8. 8, кажется. То есть мне просто надо рыцарей этих гасить. А, прям здесь же. Блин, тут хер разберешь теперь. Ой, не так, напулька. О, там ящик еще. Так, а тут я смотрю, я особо не исследовал. Не, ну хватит с артиллерии тоже. I'm a bit rusty. Let the show begin. Go, Barbara, go! Ow. Да, вот эти два робота — это нечто какое-то. Они вообще не дают воевать никак. You're in for a little shock. Come a little closer. I hope the others find some. Где-то тут. Здесь же. Разлом, классная все-таки локация. Я, видимо, даже не ходил ни разу. А, я пробовал с этой стороны пройти сюда, но что-то там мне это не дало. Возможно, там дверь просто фиолетовая, которая фонариком открывается. И фея там есть. Сумеру, да. What a pleasant surprise. А, видимо, с той стороны бочек нету, только с этой. Поэтому я не смог пройти. Ну да, все, то место я даже помню.
А, это, наверное, вообще последний остался. Кстати, сюда я так и не знаю, как пройти. Душно это вы про что? Да, это место я помню. Как вот эти ворота поднять, я так и не допер. Хероси. А что не взрывается? Там вроде огонь нужен, нет? Блядь, ненавижу этих уродов. Как же вы меня раздражаете всегда. Что за позорные гниды вообще? You're in for a little Не угомонится никак. Как вот эти ворота поднять, я так что-то и не допер. Тут не видать нифига. Вот это что там стоит? Я просто подумал, что ты мне показать хочешь? Ты все помнишь, что ли, наизусть? Да мог бы просто намекнуть, ну типа рычаг какой-то или еще. Я тут что-то ходил, помню. Единственное, возможно, ворота открываются с той стороны, то есть, ну, проход где-то есть, но я что-то такого не нашел. Это не туда ведет. Да, это ведет хер пойми куда. Там я был. Несколько раз, причем, пока искал этот дурацкий рычаг. Были же такие случаи, но, как оказалось, ворота открываются только с той стороны, а не с этой. Но сколько я тут лазил, что-то я так не нашел прохода. Ворота через поверхность, это что вообще значит? В смысле, надо выйти из разлома? Это как так? Как ворота можно открыть? Это как я вообще узнаю, что они открылись? Если только это по квесту делается какому-то. Но вы мне просто намекните, я сам разберусь. Хотя бы. Если это по заданию, например, дополнительному, тогда... Фиг найду. Так, значит, все-таки можно открыть отсюда их? Или это реально на поверхности? У меня бы в голову не пришло такой мысли. Ну и где оно? Ходить и разгадывать? Ну, если там просто загадки, ну, наверное. Лио? В смысле? Блин, ты между город или... Ну да, ну ты первый тогда. А как я вообще до такого догадаться должен? Вау. Нет, не надо Хутао атаковать это. Через поверхность внутрь. Ну, такого я бы никогда не допер. Это максимально неочевидно. Ну хорошо, сейчас посмотрим, что это за место такое. Блин. Что за уроды такие? А, у меня 2 героя же осталось.
Time to shine! Picked the wrong test subject. No time to lose. Things are going a little too smoothly today. В смысле, что разгадывать? Испытания? Ты вообще о чем? Не собрал? Что не собрал? Карты? Какие карты? Я что-то не припоминаю ничего такого. Да не, просто напомните, что за карты-то хотя бы. Я сам это сделаю. То есть, если я просто забыл про какие-то карты, ну, может быть, и было что-то такое, но я уже забыть мог. Типа карта сокровищ? Ну, это вообще не то. Спейте. Чё? Блин, да подождите. It's time to move on. We shouldn't stay here. Загадки, которые делаются через интернет. Ну, если игра, конечно, намекнула бы, то есть опять надо просто мир исследовать. Но когда я там у ворот стоял, это я не представляю, кем надо быть, чтобы догадаться, что это делается отсюда. Нифига себе. Там же разлом 20 километров вниз. Как отсюда что-то может открыться? Если только намека на это не будет, а так? Фрагмент. Так и что за карты, просто скажите? У меня есть эти карты или нет? Или это по квесту, что это? Если это по квесту, то я сам рано или поздно дойду до этого, или как? Я разлом особо прям не прошаривал. Я прошелся, конечно, по кругу, телепорты пооткрывал, но я прям, ну, не пылесосил ее люто. Путем долгой зачистки, ну это да. Не квест. В разлом срочную, блять. Так что за карта-то? Подождите, если это карта сокровищ, но я помню, были такие. Фрагмент, похоже, является частью карты сокровищ. Найдите другой фрагмент. Вот этот вы имеете в виду? Да, теперь попробуй вспомни, где я брал-то его вообще. Я помню, ключ шахтера, кстати, от чего-то. Блин. Конечно же, я уже никогда не вспомню. Я последний раз в разломе был еще до Инадзумы. Да, офигеть, да я даже и никогда не вспомню. Я помню, были вот эти фрагменты. Но где я их брал и для чего они, я, конечно, не помню. В разлом? Блин, хоть бы они квесты делали такие, ну... Уж это так можно реально никогда же не вспомнить. О чем речь-то шла? That tingle? Step aside. It's my turn. That tingle? Picked the wrong test subject. У меня есть один фрагмент. Если ты про фрагмент сокровища, здесь ничего нет у меня.
Но у меня один только. Вот, на стриме можешь посмотреть. Если ты вот про это, то написано предмет задания, но у меня нет такого задания, я бы запомнил. Да он бы у меня там в списке-то остался. Это явно не предмет. У меня только один фрагмент. Написано, что еще один должен быть тогда. Ну вот, у меня только один есть. Я даже без понятия, сколько их всего. Ну так просто еще один фрагмент должен быть. Ну, кстати, если он висит вот так вот просто на ножке, ну, хибарки, я, конечно, мог даже пропустить такое. А, блин. Так он может быть тоже здесь где-нибудь? В разломе? Точно так же где-нибудь? Ну, рядом с хибарой какой-нибудь. Может, там? Офигеть. Но это что-то уже какой-то вообще перебор. Может, они вообще в разные миры бы закидали дурацкие фрагменты. Таз какой-то. Типа вот это домики-то? Ну там я тоже ходил. Какой-то квест выполнял дополнительный тоже. Кто-то просил просто этих искателей сокровищ всех перебить. Слушайте, а к вам могу телепортнуться? Нет. Вот все донатят, а потом говорят: да, за обновление можно 200 круток собрать, ты точно выбьешь. Да. Ну я был тут какой-то лютый босс-файт был. Из 4 боссов вроде. Так, а чё ж я пропустил что-то? Да, действительно, блин. Так, это типа нижняя часть разлома. Это где мы первый раз, что ли, были, да? Да, вот тут. Ну вот это самая большая проблема. Я там был, выполнял какой-то квест. Ну и как всегда не заметил, что светится эта хрень. И самое обидное, что я мог туда вообще никогда больше не вернуться, если только случайно. Вот это самое жесткое. Поэтому я всегда недолюбливал эти штуки. Тут, конечно, вопрос внимательности, опять же, но... Я думаю, с любым может такое случиться, или я настолько невнимателен. Но я же не все пропускаю мимо себя, но что-то бывает. Ну так вот, и в таких ситуациях я, серьезно, мог бы никогда туда не вернуться. Да и с какой стати мне туда вообще возвращаться? Так, это еще выше, да?
мы сейчас что, туда попадем? Офигеть. Вау. Да уж, это что-то невероятное. Ну, поэтому они сюда два сундука аж поставили. Не пожиделись. Спасибо. Спасибо, что показали. Ну да. Конечно, если б я это когда-нибудь и сделал, то совершенно случайно. Я не мог предположить, что этот фрагмент вообще меня к чему-то приведет. Да это, конечно, атас. Мне кажется, разрабам надо все-таки квест делать. Был бы я разрабом, я бы обязательно квест делал отдельно. Ну, чтоб, человек-игрок не забыл. Потому что я мог забыть уже 100 раз. Застрял где? Ну, телепортнись куда-нибудь. Как мы тебе поможем-то? Ну, бывает такое. Так, может, это я все штуки-то собрал уже, наконец? Вроде нигде ничего не появилось. Пойду попробую сделать. Логово воров. Блин, она еще задание дает. Да, это все. Ну да. Ну дела. Так, ну вы там все. Тут это в Сумеру пойду. It's time to move on. We shouldn't stay here. Ну, давайте тогда покажите еще что-нибудь одно, да я пойду. Ну блин. Че, прям здесь это?
что с ней делать? Не один Сергей на сундуках помешан, да? Как вы их запоминаете так? Слишком много сундуков в мире. Так, это не то. А где кто есть-то? А. Ах уж эти сундуки, а. Прям бич какой-то. Здесь вход. Я что-то каждый раз охереваю от этих мест. А, и вот мы с этой стороны оказались. Бля, и после такого я что-то чувствую себя каким-то отсталым и тупым. Ну, типа, как будто все так легко все знают, показывают, а я херею просто с этого. Да я бы никогда не заметил. Я был там, эту бочку, я помню, здоровую, они там что-то наделывают. Да с какой стати мне к этой стене даже подходить? Она вообще не примечательная. Я прям понимаю, что если в игре такие вот дальше нычки будут, да я их никогда в своей жизни не найду. Ну ладно, хорошо, этот, как его, фрагмент карты я пропустил, действительно, не заметил, видимо. Хотя там босс-файт был такой лютый, я помню, 4 босса подряд. Ну, допустим, я уже запарился и ушел оттуда. Хотя обычно я чуть ли не каждый пиксель осматриваю, но все равно умудряюсь все просмотреть. Но вот это никак вроде не привлекало внимания. Ну просто стенка, камень и все. Китайцы. Да татас какой-то. И самое главное, ворота здесь, понимаете? Они здесь, на поверхности. Ну, например, самый такой, адекватный дизайн. То есть вы делаете ворота, они закрыты. Если эти ворота, например, как-то обойти, там дырка, например. То есть ты начнешь искать вход, правильно, где-то рядом с воротами. Ну, ты же не будешь уходить, блять, аж на поверхность за 120 тысяч. Они бы еще вход в Инадзуме сделали. Это же безумие какое-то. И более того, вход-то еще как выглядит. Он вообще никак не выглядит. Это просто стена. Да, если к ней подойти, то появляется иконка, мол, зайти. Но зачем мне к ней вообще подходить? Там ничего нет, я же вижу, вау. Ну, если без инета, молодцы тогда. Ну, тут как бы, не знаю, 50 на 50, наверное. Я мог как подойти туда в уголок. Ну, знаете, просто посмотреть, не лежит ли там чего-нибудь. И пока я мимо бы проходил, появился бы значочек, зайти. Но я, видимо, не стал. Блин, стена и стена, это каменная. Пещера. Ну, вот это уже прям что-то лютое. Да не будь... давай, крути. А что, там что-то есть?
Да хер там. Ну ладно, ну что, спасибо туда за эти 2 сундука. Вот этот бы я точно вряд ли нашел когда-либо. Я эти ворота мог даже и встречать, когда первый раз в разломе был. Но опять же таки, я бы вокруг где-то здесь искал. И вот самое главное, вокруг этих ворот, ну где-то в этой области, да, я действительно могу каждый угол просмотреть. Каждое подозрительно, даже просто обычные вот, ну, камни, да, ну, типа и здесь пошарить, и там. Но делать это там, внизу в разломе, мне ни к чему было. Ладно, давайте тогда что, пойду я. Да я весь уже в фуринах. Вон, видишь, одни фурины повсюду. Мне уже девать их некуда, всем уже отдаю. Спасибо еще раз за 2 сундука. Так, ладно, пока они там с ума не сошли. Я в Сумеру собирался все-таки идти. Сейчас я покажу, как я первый раз попал в Сумеру случайно из разлома. Вот отсюда вроде. Только надо еще понять, как туда дойти. Где-то вот здесь тропинка, что ли? Сюжетка в разломе вся пройдена. У меня фонарик, он внизу, видишь, какой? Сколько дюрасела. Первый раз я разлом прошел перед Инадзумой. И вот после Инадзумы меня Катерина опять сюда отправила. Ты а где? Где-то тут вход был. Может, не здесь конкретно? Ну теперь я вход никогда не... Не, подожди, там какой-то подозрительный вход. Что-то такое непростое. Сюжет Сяо? Нет. Сяо я тут точно не встречал. Ты, может быть, имеешь в виду квест легенды? Его квест легенды я не проходил еще. Блин, опять вот эта хрень стоит. Так, а куда я вообще полетел-то? Я вообще не туда иду. Сюжет с Елань? Без понятия. Когда я первый раз сюда пришел в разлом, вот этот, да, Елань здесь была. Под самый финал, когда я вот здесь эту штуку ломал, здоровую такую, она под конец что-то из лука пальнула и ушла. Ее, в принципе, даже не показали полностью-то. Но вроде это она была. Но все, я больше никого тут не встречал. Ни Сяо, ни Ита никаких. Вон там вроде проход. На самом деле в этом месте ничего хорошего не ждет, только долгий подъем наверх. Тут тоже какая-то загадка, помню, была вон там, да.
И вот надо залезть на самый верх. Итак, я первый раз в Сумеру попал случайно. Я-то думал, может, что-то спрятано. Ну да. Тут еще, помню, сундук стоял под водопадом. Да, и вон та женщина стоит, что-то делает. Тут, как всегда, красота. Про эти штуки какие-то обучения у меня были, я уже не помню. Надо как-то наверх залезть. Прикольная музычка играет. Прям Явин 4. Или как его там? Или Кашик. Что-то из этого. Тут прям лютый лес такой. Фрукт Хара. А ты чё? Рух... Грибачева. Не. Глаз бога за грибы. Ну, с грибами можно что хочешь получить. А это что-то. Может, это огонька надо поддать? Кто там что говорил? Сумера что, Индия и еще что-то? Да вроде не похоже на Индию. Хотя я там не был никогда. Может, и Индия. Я думал, Индия по-другому как-то выглядит. У них дома такие. Фига себе. Нет, это не дом, это что-то другое. Типа складика. Классно в новый регион попадать. Прям глаза сразу разбегаются. Блин.
Туда подняться-то по-человечески никак. А, Египет. Думаете, это похоже на Египет? Ну, в Египте, конечно, есть зелень и все такое, но не настолько, наверное. Прям целые баобабы растут, огромные. О, а там тропики даже, пальмы. Оу. Вот он, город Сумера. Интересно. Да, но только по сюжету мне надо вот сюда подойти. Тут, наверное, проще откуда-то отсюда пойти, не знаю. Рановато? Что значит рановато? Но я с этой штукой могу вроде взаимодействовать как-то. $20 прям сразу сходу. Ни хрена себе. Жесткая тема. А, так тут недалеко на самом деле. Что-то по карте мне показалось дальше. Вообще внизу где-то. Такие смешные чуваки. В обучении что-то у меня про них было написано когда-то. Музычка прикольная. Интересно, какие тут деревья падают? Ну, такую древесину я точно не встречал нигде в чайнике. Ну, я, наверное, просто ничего не строил сумеровского. Какая удобная вещь. А это кто такой? А, так это такой проход, типа, был. Интересно, как в него попасть должен был. Я такого проходика не находил вроде. А, тут типа шахта.
Понятно. Даже так прям. С телепортом рядом. У них тут все в виде грибов. What a pleasant surprise. Да, тут точно так же печати дают. To Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the Statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Oh, wait! Could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Come on, let's follow her. Just keep quiet and make sure she doesn't notice us. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but, it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? It looks like she's meditating or something. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. Oh! What a lovely smell! It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice.
Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on, wake up. От этих кальянов одни проблемы. Оу. Что-то люто как-то накрыло. А, ну, видимо, она использует тоже эту штуку, чтобы... Ну, чтобы что-то. А это дерево из Варкрафта. Это вштырило так, что мы аж стояли метрах в 10, и то вынесло. Фига, главный герой что умеет? Наркомания сумеровская. Даже так. Ну, вроде индусы реально любят там что-то курнуть. Меня аж нос... Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. О, вот она, колей. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Это сумеровская Эмбер. Well, we're at... Good question. Where are we? Paimon was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Хero знает. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Whoops! Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do.
If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as Spirit Borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the Spirit Borneal I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room, and I'll bunk with Amir. Now get a move on, and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure. Let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Не хочу больше ничего нюхать. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own, at least until you stop having adverse reactions to this kind of smell. Okay? Забыл, как это называется, но когда организму надо привыкнуть к другой экосистеме. Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari?
If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! А, ну я недалеко ушел-то. В ожидании принятия. Сокровище. Так-то да. Симпатично у них тут, прям как будто тут эльфы живут. Хотя у эльфов обычно немножко другая архитектура. Тут как будто скорее вуки живут. Красиво. Но на вид тут не очень удобно передвигаться по всем этим деревьям. Шеф-повар. А, можно затариться. Звуки классные, птички поют. А вот такое дерево можно в чайнике купить? Кион. Это пока. All right, next let's see your right hand. Not bad. But please remember that you still need to be careful, understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... Well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case,
Perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tanari, we're ready to head out. Got it! I'll be right there! Alright, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tanari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, Traveler, this way! You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Definitely have enough for a grand feast this time. I'm dead on my feet. I think Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Это Брамин. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. А, вот, отсюда я пришел. Там дендракул где-то. А, нет, минутку, не отсюда я пришел. Это вообще пещера какая-то. Типа я не умею еще открывать такое. Но вряд ли огонь не решит проблему. Тут наверняка что-то специальное надо.
Всякие спецштуки. The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Because you two know Amber, right? Wait, Amber? You mean... Такая незнакомая. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust, really. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot.
We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Danger Archon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Ну, по поводу того, что это... Пока... Ну, по сюжетке не пройдусь, ну, не исследовать лучше пока. Это я уже уяснил, так сказать. Это и раньше в игре встречалось. Вот я и предположил, что эти корни, ну... Я потом научусь как-то с ними взаимодействовать. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Nice work! That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay! Food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! No! You dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, Paimon nearly had a heart attack there. Paimon бы не пережила такого. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tighnari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature.
but Master's actually very kind at heart. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called... something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher, helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why, is he going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial wrath! No! Don't touch me! Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Huh? What was up with Kali just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Тут посидеть можно. Ну, то, что у китайцев крышу снесло, я, в принципе, уже догадывался. Лесной дозорный. Ираж. Со всеми в карты можно поиграть.
Traveler. You've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Какая удобная штука. Еще с такого расстояния. Цветы такие. Дождитесь 8 утра. Испытание на месте. Испытаний много не бывает. Это вроде от шарики собирать. Ну, прикольная штука. Тут можно теперь прыгать на грибах. Пружинистые грибы. К созданиям трилакшаны. Активируйте их с помощью электро. Надо же. Клево тут у них. Пока что этот регион довольно сильно отличается от предыдущих. Вот эти цветы вроде необычные. Вот таких чуваков я вроде встречал где-то. You're in for a little shock. Такая музыка. Сумерская роза. I hope the others find some.
Что-то новое? Да. Распускается только поздней ночью. Здорово, Ваня. Фига, тут аллигатор. Это не враг? А, нет, это враг. Подожди, а он только в воде, он на суше может вылезти? Да вроде лапы есть у него. Ну да. О, прикольно. Ау. Чё он так быстро отлетел-то? А, так это животное обычно, типа. Красиво тут. Так, это я уже далеко ущемал. Как мне сюжет? Да я только начал. Нормально вроде. Пока ничего такого особо не происходило. Пока я успел только накуриться. Охренение какое-то. Так накурился, что аж поплохело. Hyman was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you.
But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you already are familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led her to break down this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Alright, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. Alright, but I must warn you two, the rainforest is a dangerous place. Especially for someone who's still recovering, like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo! Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilotpala lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. А я его уже находил. Ой, Where блин. exactly are we going to find this plant? В болотистой местности. Nilotpala lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. The Nilotpala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me.
The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Cowpelata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, and is completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Да, Ксюнь, пошел в Сумеру, уже думаю, пора. Я все равно переделал много всего, мне немножко уже надоело это ванкономитом залипать. Ну, понятное дело, туда еще вернусь. Я не все еще доделал. Там квесты бесконечные. В разломе там мальца пошарился. Десять круток вместо 5. Ну, ты так успешно нафармил сегодня? Много ли карты Сумеру открыт? Так я только пришел сюда. Вот самую первую статую Архонта открыл. Вот все, кусочек маленький, сразу после разлома. Все, и пока я тут, я даже до города еще не дошел. 7-6 Ранари, но пока вроде я не сталкивался с этим. Да ничего страшного, наверное. Игра меня до этого подготавливала к этому. Ну, поиск, бессмысленный поиск всякого говна. Чё ж поделать-то? Так и живем. Немного поиграв в эту игру, ты должен уже знать, на что идешь, да? Продолжай в нее играть. Но атмосфера тут классная, музычка такая приятная. Да, в фонтейне много сундуков. С камнями, это хорошо. Ну, блин, я тоже хотел на пустыню глянуть, но пока... А, во. А я находил не свежий. There should be Nilot Pala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Довольно-таки умиротворяющая музыка тут играет. %. Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. I'm glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on other things I need. Hey, Tainari! Чего? Oh, Tainari! Someone's calling your name! They're dressed like a forest ranger. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on.
Здравая мысль. Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the Withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Seems the rumors about you were true then. In that case, all right. You two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Да ладно вам, настолько страшно, что ли? Кстати, а пальму можно добывать? Нет. Или можно? Сияющая древесина? Какое странное основание у них. Stop. Don't move any further. Look there, in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you. But I must warn you, don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go.
Это как лютый мороз, что ли? Спокойной ночи, Ксень. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Упс. Ужасное увядание. В каких областях? Вот так вот. Жескач какой. You're in for a little... Это вот эта дендра штука? Или что из этого дендра? Вот это мне надо атаковать. Ну да, это прям что-то как в этой, как ее... В драконьем хребте. А, вот он. Вот этому надо втащить. Какой же скач. Чего тут только нету. Используйте дендра или дендроранумы. Блин. Без казухи, а что с ним? Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Бля, безумный шляпник. Come a little closer. Now, destroy the tumor of the withering. А, ну в принципе вроде не сложно. Did it! Everything's returning to normal now. Yes. Thanks to you two, we were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which withering zones appear has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone,
it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. Oh, by the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time, until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Привет, Джус. Доброй ночи. По крайней мере, у меня ночь. Так, ну увядание вроде не страшно было. Нормально. Так, а в Сумере, насколько я помню, тоже дерево какое-то качать надо будет, да? А, или гриб. Кто-то что-то просто упоминал. А в Фонтейне фонтан вроде, да? Эх, тоже печатями это делается, наверное. Не, ну в Сумеру прикольно. Класс. Здорово, что регионы так отличаются друг от друга. Как кто-то в чате писал, как глоток свежего воздуха. Хоть мне и не было душно, но тем не менее. Поэтому игра так, ну, долго держится. Хотя все равно кому как. Если для кого-то локации не имеют, это не играет никакой роли. Вот эти штуки прикольные. Грипп и еще что-то. В смысле, что и то, и другое качать надо? Лютый лес. Даже так. Ух, эти грибы. Я на что смотрю? А, так там Сумеру.
А это что такое? Повсюду грибы. Это супер огромные грибы. Ну ладно, пойду обратно. А Калий, значит, болеет. Ой, они тут. Ну, регион меняется, а хиличурлы все те же. А, луковица, да, точно. Ну, пока Сумеру, ну, замечательный. Мне нравится. А как он может не нравиться? У вас там огонь есть? Иди сюда-то. You're in for a little shock. Что за хрень? Может, в эту штуку надо дендра шибануть. Или я еще не умею с ней взаимодействовать. Кажется, помечу. А, да? Блин. Тут нужны дендер-герои туда какие-нибудь. А просто дендра тяпнуть хватит? I'll ensure you're safe. Не хватает. Тут нужен именно этот дендрораном туда. Жесткая тема. Тут пещера страшная.
Оу. Так, ну это этот телепорт, видимо, наверху, не внизу. А, ее еще чинить. Ладно, может тогда да, не соваться в такие места, черт бы с ним. Потом научит меня всяким штукам. Какая глубокая пещерка-то. Блин, надо и тут отметку поставить на всякий случай. Хотя этой отметки хватит. Нет, не хватит. На всякий случай. А, вот он, кстати. Ну, давай я на всякий случай попробую сходить сейчас. Ну да, это не так работает. Сосед гондон? Не ты один такой. Сегодня уже кто-то жаловался. А, Ксюня, кажется, жаловалась на соседа. У всех, наверное, есть сосед гондон. Может быть, кто-то сам является соседом гондоном. Всякое бывает. А, это вот у этой пещеры я был? Нет, это другая уже. Еще пещера. Не пещера, что ли? Ну, может быть, меня сюда и приведет что-нибудь, задание какое-нибудь. Ну, мало ли. А, значит, вот эти цветочки сумеровские. У меня в чайнике такие есть. Щенков и кота? Зачем он это сделал? В смысле, целенаправленно или случайно? Что это такое вообще? Тебя вырубило стримво? Чё? С ружья? Так это ненормально. Не знаю, что такой ситуации делать. Так это, можешь полицию вызвать? У него есть разрешение на оружие? И зачем он убил это, твоих щенков? Кажется, должно быть что-то предпринято. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh? Wait, is that? Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you?
She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes. Allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her, well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsul's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all, though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance, not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. А, ты в ДНР живешь? А что, 2 щенков и кошки недостаточно? Я бы уже его это в покое не оставил. А у него грядки есть какие-нибудь? Посыпь ему солью там все грядки вокруг дома, блядь. Или с водой разведи побольше соли. Полей там ему все. У него есть машина? Ну ты, наверное, понял, на что я намекаю. Как бы вряд ли кто-то будет этим заниматься. Ну там полиция, да, конечно, нет, все хер забьют.
Но я бы что-то предпринял. Сейчас за такое можно и зубы выбить нахер. Если они у него, конечно же, есть. Какая дальность у этой штуки. А у нее откат есть, да, какой-то? Как Человек-паук тут не получится летать. Ну, подойди, но не днем же, разумеется. Или там у него собаки. Знаешь, как в кино, если у него там собаки, их можно сосисками отвлечь. Я, правда, так не пробовал никогда. Ну, должно прокатить, я думаю. Ну, либо усыпить их. Ну, в смысле, ну, чтобы они заснули просто там. Сосиски что-нибудь подложить. По крайней мере, я только в кино видел. На деле не пробовал. Это еще что такое? Ты, мать твою, кто? Это враг? Ну, в общем, с этим с твоим соседом можно что-нибудь предпринять. Не обязательно прямо сейчас. Рано или поздно подвернется удачный случай. Тебе просто виднее, когда и что сделать можно будет. Но я бы точно что-то сделал. Да нюхать надо было меньше. Бульбуляторы ваши эти до добра не доводят. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Хайпасия. В любом случае, я думаю, что эта мразь должна ответить за животных. Тоже будут атаковать. Угу. А, ну это эти штуки, да. Ну тут уж тебе виднее, наверное, как там с вашими собаками. Блин, опять нанюхались говна какого-то. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the
А, ну или типа того, да. У меня была мысль, знаешь, в шарике на краску развести, налить и ночью закидать дом или типа того. Но ты даже еще покруче придумал. Блин, как же Сумеру кроет люто. А у вас есть капканы? Есть у меня еще одна идея. Медвежий, разумеется. А я где... А меня вообще нету. Я нигде. Нету. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Это местные слаймы, что ли? Жесткая тема. О. Фига себе, они ездят еще. Прыгучие грибы данного вида по неизвестным и, возможно, удивительнейшим причинам они приезжают за нее. Ага. И что-то... А что тут столько ходов-то разных? Я же не отсюда пришел, да? Я снизу где-то был. Нет, или я отсюда пришел. Тут хотя бы лифт есть. Да чтоб вас, мать вашу. Как тяжело, а. Ну это вообще бред, блядь, какой-то. Почему они не цепляются за лифт? Даже с лифтом справиться не могу. Почему я коплю ульту? То есть ты хочешь, чтобы я слил и вот на эти маленькие грибы, которые отлетают с 2 ударов и так? Зачем? Ну, я не знаю, привычка у меня такая. Ульта, типа, что-то мощное. Если враг будет посильнее, я ее использую. Но это же бомжи мелкие. Чем мне ее вообще использовать? Они и так умирают. Я говорю, просто привычка такая. Первобытный янтарь. В подземельном мире иногда встречается первобытный янтарь, также который разблокирует... Три куска первобытного янтаря? Что это такое? А, это и есть первобытный янтарь. Подожди, а куда его вставлять туда? Первобытный янтарь. Минуточку. А это что такое? Подожди, а куда девать-то ваш первобытный янтарь? Блять, как обучение открыть опять?
Вот отсюда я вроде пришел. Или нет? Где тут фиг сориентируешься? Да что ж такое-то? Даже на робот. Да, роботы тоже быстро отлетают. Мне хватает, он Барбары с Лизой. Я вроде не жаловался, какие бои сложные. Не, вот отсюда я вроде пришел. А эта штука так и будет за мной летать? Ого. Продолжает накрывать. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Опять мы в Надзум вернулись. От Надзума не уйти. Так это работает. Без понятия как, но как это работает. Оу.
тут откуда? Они вообще повсюду, где только возможно. Come a little close. You're in. Что-то типа лилий. Ну, давай, Бодь, спокойной ночи. Вау. Ну, всего 3 штуки. Это еще что такое? Ну, это вот эта хрень. Это по-любому не первый, не последний раз, когда этой херней занимался. Опять и Надзума. What's the matter? You don't look so good. Именно и надзумовские флешбеки.
тут паркур на новый уровень прям вышел. Looks like we meet again, traveler. The Abyss Herald! What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Да это глюки, наверное. Bow before the abyss. Лютейшие. Surrender and I'll be gentle. Ну, конечно. Чуть что сразу щиты. Что-то ему вообще на все насрать. Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Ну, до тебя-то мне все равно далеко. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Тоже мне. Может, типа страхи главного героя? What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. Да там яблоко с грушей больше ее головы. Нифига тут. Фрукты-мутанты. Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you.
I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Oh? So you're able to see them too? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the Traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. Let's eat first and talk about Irminsul later. Alright, we're up, Traveler. Today's menu will feature Sweet Madame and a radish veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. Фига у вас заказы. Это просто так. Заказывали. Приготовьте еду на костре. Ничего, у меня есть автоготовка. Сделать бенто. Бенто? Ну, типа у них коробочка для завтраков, да? Ну, и для обеда. All done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch, too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. Не, Сергей, не будет завтра.
все, не это передохну. Бенто путешественника. Ланчбокс. На, похавай. Are you already finished cooking? Mmm, smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Ну, как бы по меркам игры у нас в кармане вообще все, есть все, что только можно. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Irminsul immediately after smelling Spiritborn ale for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the Academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Ну, что-то среднее между тем и другим. Ну да, что-то допустим. Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa, so knowledge from Irminsul could be super dangerous. Don't you ever feel afraid of the risk, Hypatia? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. What's so strange about
It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Oh, is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry. I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. Черти что у вас тут творится. Да ладно. Ну, такая механика, когда у тебя в рюкзаке все это хранится годами. Во многих играх, особенно в РПГ, очень редко когда добавляют, например, срок годности еде. Уж разраб знает, что многие игроки не оценят такое. Обычно такое можно встретить и в выживалках всяких. Не, ну для выживалки такой свойственнее уже, да. Что тут опять? 20 блюд. Так, у меня уже без 23, надо заканчивать тогда. На следующем стриме, может быть, какой-нибудь херней позанимаюсь. И квест легенд выполню следующий. Там Сяо вроде на подходе. На очереди, в смысле. Награда репутации Надзума. Давай зайду. Вот за квест, наверное. Я какой-то квест выполнял, разве? Я уж не помню, с чего стрим начинался. В экономии я вроде что-то делал. Всего лишь 3-й уровень, а уже 500 надо, нихера себе.
Что так много-то? 10 уровней. Блять, годами можно копить эту репутацию. Что у меня есть? Всего 8 печатей. Где еще столько взять печати на эту Сакуру? Шмар какой-то. Сколько еще сундуков где-то валяется. Кстати, никогда не оббегал имение это. На работу. Да, пришел пахать. Угу. 3 месяца. Ну, это я так просто. Так, ну ладно, тогда. Ух, ну дела. Ну только на 32-м стриме я дошел до Сумеру. А, Боди. Таких знаю. Что-то слышал. $200 сундуков. Офигеть. Так где там столько взять-то? Че так много? А, ну это не проблема в любом случае. А вот 60 сундуков. Хереть. Ну ладно. Чё-то как до хрена. Ну, к Сумеру я, конечно, еще не привык. И Надзума уже ощущается, как домой пришел. Так, все ничего не поменялось. Кто-то только отписался недавно. Тут тоже все тихо. Ну ладно тогда, спасибо всем, кто был. Кто до конца даже досидел. До столь позднего часа. Сегодня что, понедельник? Да.
Ну тогда хорошего всем дня. Если кто работает, все такое. Спокойной ночи.